Привет, друзья! Погодка делается все лучше и лучше, а значит пришло время испытывать наш мотоцикл. Ну и из-за того, что у меня нет на него совершенно никаких документов, понятное дело, испытывать его в городе плохая затея. И поэтому я уже договорился с друзьями, чтобы на прицепе вывести его за город на какую-нибудь пустую трассу, и там спокойненько и его испытаем. Я хочу сделать несколько замеров, это какую максимальную скорость он сможет развить, сколько метров или километров он сможет проехать без дозаправок, ну и, конечно, побаловаться гудком. А раз уж мы будем вывозить его в поля, хорошо бы сперва его предварительно испытать. Вдруг что-то не так, где-то надо подварить, где-то надо залатать или вообще он не поедет. Этим сейчас мы и займемся, так сказать, первый пробный пуск. И вот сразу же у нас нарисовались первые недочеты. Во-первых, выхлопные газы, вылетая отсюда, сбиваются ветром и подкоптили вот кофр. Он весь аж бедный вот почернел. Я придумал сюда вот фанерку такую, по-быстренькому приделал, пока топилась. Она хоть как-то спасет от пламени наш кофр красивый. И еще одно. Вот этот вот кран шаровый, какой-то у нас оказался бракованный, с него постоянно капала вода. Пока котел топился, вроде там прокладки все прогрелись, меньше стало. А поначалу аж шли пузыри и пар валил во все стороны. Ну что ж, пока других недочетов я не нашел, так что продолжаем топиться. Пока натопил 10 атмосфер, хочу испытать его сперва на пониженном давлении. Что если что-то пойдет не так, пускай это будет на маленьком давлении. Ну что ж, надо попробовать. В комментариях умные люди подсказали, что в двигателе нужно обязательно сделать такое вот отверстие, чтобы сливать воду. Я вот придумал такую вот красивую пробочку. То есть сперва двигатель надо прогреть паром, для того, чтобы не было гидроудара. Потому что если двигатель будет холодный, пар в него попадает и превращается в воду. И тогда, если поршень пойдет и упрется в воду, может что-то сломаться. Поэтому двигатель обязательно надо сперва прогреть. Давайте сейчас вот так вот и сделаем. Теперь закручиваем пробочку. Ну что ж, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Давайте пойдем в этот лес. Видимо, двигатель еще пока не совсем прогрелся.
все-таки много воды конденсируется. Натопил котел до 14 очков. И вот он, момент истины. Сейчас мы попробуем на нем прокатиться. Честно говоря, я даже немножечко волнуюсь. Но, что волноваться, надо попробовать. Да, из-за того, что мы переделали двигатель, ему без разницы, в какую сторону ехать. В какую сторону толкнешь, в такую и едет. Ладно, нам надо вперед. Я, честно говоря, думал, будет гораздо все хуже. Но ничего, вроде он едет. И нашел еще одну проблемку. Шаровый кран, который открывает пар, довольно-таки сильно разогрелся, и пружине не хватает сил его закрыть до конца. Сам кран регулирует пар, но до конца не закрывается. Пришлось его руками закрывать. Теперь давайте натопим котел посильнее. Вышли на расчетное давление 16 атмосфер. Ну что, крутанем эту машинку по полному. Ну что могу сказать, друзья? Я думал, все будет гораздо хуже, печальнее. К сожалению, я был так занят поездкой, что при 16 атмосферах свисток забыл попробовать. Но ничего страшного, у нас будет целый день полевых испытаний, а может быть и не один. Вот в полях мы всласть нагрузим. Еще я предусмотрел специальный кранчик, чтобы спускать оставшийся пар.
совсем забыл сказать, у меня же есть еще вот такая штучка. В общем, если немножечко устранить некоторые недочеты, я считаю, что мы полностью готовы к полевым испытаниям. Наконец-то мы сможем узнать, сколько он жрет, сколько прет и так далее. И вот наступил день испытаний. Погодка стоит просто прекрасная, а значит испытанием быть. И вот я уже слышу, как подъезжают мои друзья. Да, когда мои друзья подъезжают, их слышно далеко. Спасибо, что приехали. Ну, мы обещали, мы приехали. Как без этого? Отлично, отлично. Чего? Ну что, давайте тогда погрузим. Да, давай, мы тебе помогать приехали. И вот, наконец-то, мы едем на испытание парового мотоцикла. Вот. Красавец едет, вон трясется весь. Ждет, когда на нем скорее прокатится. Не терпится скорее на нем прокатиться, посмотреть максимальную скорость, насколько хватит топлива. В общем, сейчас все узнаем. Специально съездил на разведку и нашел классную трассу для испытаний. Дикие места, кругом поля, и нет ни подъемов, ни спусков, и относительно хороший асфальт. И вот, друзья, наконец-то все звезды сошлись, мы наконец-то выехали за город на красивую трассу, на красивую природу, где практически нет машин. Только было трудов сделано, каждой детальки я придержался как только смог, и теперь соло. Все это должно себя показать. И сейчас мы сделаем самое интересное, что вообще можно сделать. Это на нем прокатиться. Сечин сейчас икнула. Так, а второй баллон мы принесли, да? Тут не говоришь, в деревню ехать. А что, не хватит, чтобы проехать? Проект-то хватит. Просто мы сейчас максимальную, сколько он сможет километров проехать умереть.
Ну что, запускаем? Другое дело, я не слышу. Таковой и 10-литровым можно сделать. И вот наш мотоцикл уже топится, грохочет на всю улицу, набирает, так сказать, температуру. И вот пока натопили до 10 атмосфер, даже вот 12 атмосфер, сейчас попробуем прокатиться на нем на трассе. Я выключил сейчас топку, чтобы именно посмотреть, сколько энергии в котле и как долго нам хватит этой энергии, чтобы без огня можно было ехать. Так, но сперва мы должны прогреть цилиндр. Это нормально? Скажешь, когда нам разбегаться? Мы можем не успеть. Кто спортом не занимался, пойдет. Вау! Если увидите, что романтик бежит, значит все плохо. Значит разбегаемся. И вот я так долго волновался, так боялся этих испытаний, но теперь откладывать некуда. Теперь мы просто должны поехать. И пусть друзья надо мной посмеются, но все-таки поехать это хоть как-нибудь должно. Давайте обниму, брат. Гори в аду. Сорян. Все, гори в аду, братан. Давай. Кому не остановка? Хороший парень был. Главное, рельс не надо. Да. Давай на заднее. Вторую. Ну, в общем, друзья, хочу сказать, что я думал, все будет намного хуже. Котла, натопленного до 10 атмосфер, хватило приблизительно, ну, наверное, метров на 100 и обратно. То есть огонь вообще не горел, просто запасенная энергия в котле. Я думал, метров на 30 хватит, но вот он до сих пор держит 5 атмосфер. Иными словами, половина давления упала на 200 метров хода. А теперь мы сделаем экстремальные испытания. Сейчас я попробую натопить котел до максимального давления, ну, у нас это где-то 16 атмосфер, и измерим скорость на максимум.
я мечтал, чтобы он поехал хотя бы 40 км в час. И у нас есть 40 км в час. В какой-то момент двигатель так трясся, но мы сделали 40 км в час. И я даже не думал, что вот посмотрите сюда. 5,896 километра. То есть мы проехали уже 6 километров. Так, средняя скорость. Ну, 9 км в час, это понятно, средняя скорость. Максимальная скорость, смотрите, 40 км в час. В общем, в принципе, для деревни это даже вполне съедобный аппарат. В магазин за хлебом съездить на нем как раз два. Я думал, он развалится метров через 300, а топлива ему хватит метров на 200, может быть. Потом придется его заправлять, потом что-нибудь сломается, потом понадобится сварка и прочее, прочее, прочее. Но нет, ребята, он до сих пор живой, он до сих пор рабочий, и мы сейчас снова заправим воду, и вот даже газ не надо заправлять, там давления хватает. И сейчас мы снова поедем. Все испытания мы провели, прокатились, максималки все замерили, но я еще обещал послушать гудок на 16 атмосфер. И мы готовы. Ты не боишься за уши? Ребята, хочу сказать, что просто ушами это слушать невозможно абсолютно. То есть, пока ты не заткнешь уши, просто идет боль. Децибелы такие, что я слышу эхо вот с полей. Что ты сказал? разогнал. Итак, друзья, подведем итоги. В принципе, я доволен результатами и то, как ездит наш мотоцикл. У нашего парового двигателя есть две основные проблемы. Первое. Наша кулачковая система газораспределения очень рано подает и очень рано выпускает пар. Когда я начинаю ехать, несмотря на то, что поршень не дошел до верхней мертвой точки, уже начинает подаваться пар навстречу, и я получаю мощный импульс назад. Вторая проблема – это примитивная конструкция этого двигателя. И основным ее минусом являются длинные каналы для пара, которые, кстати говоря, используются как для впуска, так и для выпуска пара. И на это уходит много времени. Но самым интересным оказалось то, что на большой скорости эти две проблемы друг на друга накладываются и компенсируют друг друга. Поэтому мотоцикл оказался довольно-таки скоростным. Но несмотря на все это, я должен подметить еще один негативный эффект. Из-за того, что переключение пара происходит очень быстро, на большой скорости получаются удары. Я их и чувствую, и слышу, и вот даже один демпфер у нас просто развалился от этих ударов. Теперь, когда мы испытали и протестировали наш собственный вариант парового двигателя, мне стало крайне интересно, какие параметры были бы у классической схемы. Предлагаю воссоздать классический вариант парового двигателя и провести новые испытания. И до встречи в следующей серии. Ладно, народ, а теперь самое главное, кто хочет на нем прокатиться? Я, естественно. Ну, давай. Я боюсь. Я боюсь. Снимать меня не надо. Леха, слушай, сфоткаешь меня? Давай, сфоткаешь меня? Да, сейчас человек прокатится.